Олежки бегут, гей-гей-гей-гей. Яку так счастью везут, гей-гей-гей-гей. Товарищ Ивашов? Я не ошибся. Да, это я. Но я вас что-то не припоминаю. Неважно. Я все-таки хотел бы знать. Мы одни? Да. С кем имею честь беседовать? Вы, кажется, собираете коллекцию медных монет. Да. Теперь, кажется, я вас знаю. И все-таки я не знаю вашего имени. Приступим к делу, капитан. Что вам от меня нужно? Передать по вашему передатчику мою радиограмму, только и всего. О чем? А вот это вас не касается. Передавайте. Вы, кажется, забыли, что я вам не подчиняюсь. И если моя любознательность вас обременяет, идите на телеграф и передавайте оттуда все, что вам угодно. Вы не мой шеф? В конце концов, у нас с вами шеф один. Да и содержание радиограммы для вас некоторым образом не безразлично. Речь идет о подводной лодке «Пионер». Пионер? Да, дорогой капитан. 8-го в 15:30 из Ленинграда подводная лодка «Пионер» уходит в свой первый рейс. У вас достоверные источники, вы не ошибаетесь? Не могу же я не знать день и час отплытия своего корабля. Вашего корабля? Да, моего корабля. Ну а теперь к делу. Где ваш передатчик? Я вас слушаю. 8-го выезжаю отпуск. Так, человек в черном клеенчатом плаще и шляпе. Когда ушел? Не уходил еще? Хорошо. У Ивашова кто-то в гостях. И именно в этот отрезок времени нами перехвачена радиограмма. Понимаю, товарищ полковник. Кого послать на операцию? Старшего лейтенанта Карцева. Слушаю, товарищ полковник. Значит, вы уверены, что «Пионер» пойдет в район гибели теплоходов? Убежден. «Пионер» пока единственный в мире подводный корабль, на котором возможно исследование больших глубин океана. Похоже на правду. Но чтобы вовремя сообщить своим о местопребывании «Пионера», вам надо знать точные координаты корабля. А командование наверняка засекретит курс лодки. Где же вы добудете эти данные? Да, в подводном плавании я новичок, но я надеюсь, что... Они пришли. Идемте. Откройте, Ивашов. Прощайте, капитан.
Ваша явка, пароль. Рига, гостиница «Интурист», администратор Сидорина. Пароль «Наша монета». Для телеграмм Анна. Откройте, Ивашов. Мы знаем, что вы дома. Опоздали. Мертв. Обыскать. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, все забываю вашу фамилию. Скворечный, товарищ инженер-механик. На корабль. Да, хочу сначала забежать на почту, дать телеграмму. А вы? Ну, мне, собственно, торопиться некуда. Думаю, вот забежать в гастроном, да и попрощаться кое с кем. До скорого. До свидания. Специальная спусковая рулетка, товарищ полковник. Была обнаружена на балконе Ивашова. Действует более чем на 50 метров. Спуск возможен даже с 10-го этажа. Очевидно, он держал ее для себя. Но в трудную минуту дал лонжу сообщнику, а сам решился на самоубийство. Что-то мне не верится. Думается, майор, что мы упустили с вами опасного врага. Это был он. Кто, товарищ полковник? Кто? Пока мы знаем только одно, что это был человек, который пришел к Ивашову и которого Ивашов решил спасти ценой собственной жизни. Меня интересует другое. Который из них передавал радиограмму? Что же это меняет по существу, товарищ полковник? Очень многое, майор. О выходе пионера в дальний подводный рейс знало только командование флота, мы с вами и командир корабля Воронцов. А в радиограмме указана точная дата выхода корабля. Ох, если бы Ивашов остался жив. Кстати, куда доставили труп? Полчаса назад его отправили в морг. Я прибыл к вам. Полковник Базов слушает. Какие приняты меры? Продолжайте делать то же самое во всех направлениях. Действуйте. По дороге в морг труп Ивашова исчез. Подозревают, что он воспользовался привилегиями машины «Скорая помощь». Сейчас же займитесь розыском Ивашова. Взять под наблюдение все виды транспорта, вплоть до гужевого. Выполняйте. Есть выполнять. Вот и еще один потерянный след. Ну, это как сказать, нет худа без добра. Мертвый Ивашов для нас бесполезен. Живой же, если он не ухитрился умереть вторично, всерьез,
Он будет передвигаться, естественно, оставлять следы. Нам нужно с вами подумать о незнакомце в плаще. Что, если он... На лодке «Пионер»? Да нет, не может быть. А если он действительно там? Что тогда? А тогда нужно задержать отплытие лодки. Это невозможно. Лодка выйдет в назначенный день и час. Необходимо срочно установить причину гибели теплоходов на месте. Так что же делать, Василий Иванович? Обезвредить врага на самой лодке. Да, но для этого надо знать врага. А вы вспомните радиограмму. Если встречу брата, сообщу дополнительно. Сообщу, понимаете? Значит, враг на лодке? А из подводного плавания сообщить штука непростая. Да. Надо ухватиться за это звено с помощью капитана Воронцова. Вы вызвали его? Да, товарищ полковник. О, уже утро. Перестаньте стучать. Это мое постоянное занятие. А, постоянного ничего нет. Я вчера был музыкантом, сегодня покойником, а завтра, возможно, буду курортником на Рижском взморье. Лучше возьмите чистый лист бумаги. Вашу работу в конструкторском бюро я хорошо оплачиваю. Пишите. Рига, набережная 69, с Сидориной. Днями приезжает брат. Дальше. Встречай, Анна. Все? Там поймут. Одевайтесь. Нам удобнее выйти вместе. Это последнее, что я от вас требую. Остальное придется сделать самому. Не лучше ли вам передохнуть здесь? Спасибо, я тороплюсь в гости. Ага. Проводите меня. А может, это опасно? Вы пойдете один? Нет, мне так удобнее. А потом отправите телеграмму. Ну, какая нужда во мне, Василий Иванович? Действительно нужда. Скажи мне, кто кроме тебя знает, что твоя лодка должна выйти именно сегодня? Кроме меня никто. Никто. Знает еще и враг. Как? А как же с выходом? А выход не отменен. Вот этот пакет вы вскроете на месте гибели Арктики. Я надеюсь, тебе известно, Василий Иванович, что у меня команда смешанная. Да-да, знаю. Добро. Тех, кто на суше, это мы проверим сами. А тех, кто на лодке, ты возьмешь на себя. Мы тебе поможем. Хорошо. Товарищ капитан первого ранга, прошли Балтику. Идем в позиционном положении Северным морем, курс Норд-Вест, скорость 27 узлов. Добро. Идите отдыхать, Петр Мартынович. Как настроение команды? Прекрасно, товарищ командир. Матросы заняты по расписанию, свободные от вахты, отдыхают в кубрике. Спокойной ночи. Спасибо, Николай Борисович. Центральный пост. Иду на погружение. Глубина 300 метров. Широкое море, простор голубой,
волна на волну набегает, на палубе мечтает моряк наш молодой, дом вспоминая родной. Чистый поскорее в родной любимый край, милой привет передай. Всю правду узнает моряк молодой, со дна океана достанет, вернется он с победой в любимый край родной, к ней ненаглядной одной. Чистый поскорее в родной любимый край, милой привет Хорошо вы играете, товарищ. Фу ты, черт, опять забыл вашу фамилию. Скворешня, товарищ инженер-механик. Андрей Скворешня. Наградил же папаша фамилией. Даже девушки смеются. Да и руки у вас, товарищ Скворешня, прямо скажем, не матросские. Деликатные ручки. А я на подводной лодке действительно впервые. Но, между прочим, я этими вот ручками подковы сгибаю. Серьезно? Да. Что вы говорите? Ребята, а что у нас делают с хвостунами? Привязывают к шкоту и опускают в море для охлаждения воспаленного воображения. Не смешно. А как же насчет подковы? Придется доказать. Ну, ладно. А ну, ребята, кто хочет со мной поздороваться? Давайте попробуем, товарищ старшина. Товарищ старшина, у вас нет желания попробовать мои косточки? Ваши? Да. Прошу. Интересно, кто кого. Доктор, не вижу носилок. Прошу. А ну, прошу минуточку. Нет, Так, давай. Нет, вы садитесь, садитесь. Пожалуйста. Да, садитесь. Так, ладно, все против меня. Ну, Хорошо, что вовремя сдались. А то всю команду мог оставить без музыки, а? Ничего, ничего, старшина. До свадьбы заживет. Кто же? Вы что-нибудь понимаете? Скажите, пожалуйста, зачем мы уехали из Ленинграда? Вы о чем, молодой человек? Нам обещали 3 короба, а держат нас внутри лодки, как в консервной банке. Летим, как угорелые, неизвестно куда. Да, действительно, как в банке. Как бычков в томате. А у меня тоже, понимаете, планы, мечты. Планы, мечты.
Ну как можно сравнивать? Ваши рельефы и течения никуда не денутся. А таинственные обитатели океана не будут следовать за лодкой и дожидаться, когда мне разрешат познакомиться с ними. Вы куда, капитан? Нет уж, позвольте, молодой человек. Опять молодой человек? Простите, в таком состоянии вам с капитаном разговаривать нельзя. Поговорю я. Нет, теперь поговорю я. Ну, позвольте. Зачем нужно было мне въезжать в научную экспедицию? Почему вы держите мою замечательную батисферу на приколе? 2 стакана чаю. Так больше не может продолжаться. Успокойтесь, успокойтесь, дорогой профессор. Прошу вас. Арсен Давидович, я прекрасно понимаю ваши чувства. И в дальнейшем... Почему дальнейшее? Почему? Извините. Прошу немедленно высадить меня на берег. Я не могу так. До ближайшего берега 2000 миль. А я со скоростью самолета спешу на место гибели Арктики. И, может быть, спасу людей. Людей? А почему я об этом ничего не знал? Для пользы дела, дорогой коллега, не все должны знать. Вы меня понимаете? Извините, пожалуйста. Располагайте мной, как вам угодно. Прежде всего, прошу вас выпить стакан чаю. Поверхность человеческого тела, вам это, конечно, известно, в среднем равняется 20 тысячам квадратных сантиметров. Таким образом, давление воды на все тело человека, ну, на глубине, скажем, 100 метров, достигает 200 тонн. А на глубине в 5000 метров это давление равно уже 10 тысячам тонн. Это на 1 сантиметр тела полтонны. И все-таки вот в этих скафандрах последней конструкции, в которых, кстати, водолаз может передвигаться со скоростью, превышающей скорость любой рыбы, даже на глубине в несколько тысяч метров человек остается цел и невредим. Крепко, а? Это, товарищи, победа наших ученых-металлургов. Кроме того, был найден способ делать небольшие пластины из этого металла гибкими. Эти пластины помещаются на плечах, в локтях, в пояснице. Одного не могу понять. Как это наши водолазы в таком скафандре будут плавать быстрее рыбы? Внимание! Товарищу Дружинину явиться к командиру корабля. Повторяю. Товарищу Дружинину немедленно явиться к командиру корабля. Товарищ Горелов. Да. Расскажите вкратце об устройстве скафандра. Хорошо. А меня, товарищи, прошу извинить. Будьте любезны ответить, как это наши водолазы в таком скафандре будут плавать быстрее рыбы? Наш новый водолазный скафандр представляет собой подводный корабль в миниатюре. На спине скафандра смонтирован миниатюрный реактивный двигатель, но достаточно мощный для передвижения наших водолазов. Принцип действий точно такой же, как у наших современных судов. Ниже размещен источник питания, крохотной электростанции постоянного тока. Она питает водометный двигатель и локтевые пилы. Дальше. Здесь размещено управление скоростью, акустической связью и надводной радиосвязью. Стекло на шлеме не уступает в прочности металлу. На шлеме под прожектором находится автоматическая фотокамера. Арсен Давидович, смотрите, кит. Кашалот! Нет, это полосать. Кашалот! Это видно по его повадкам. Как он мог попасть в эти широты?
Они прекрасно себя чувствуют в любых широтах, исключая Заполярье. Какой великолепный экземпляр! Вот бы вам его в аквариум, а? Как он странно себя ведет. Товарищ командир, невероятных размеров кашалот закарпулит с мельчаками. Вижу, вижу. Но эти смельчаки находятся на невероятно малом суденушке. Да, туго им приходится. Смотрите, что он с ними делает. Топки котлов залила вода. Теперь они совершенно беспомощны. Неужели они погибнут на наших глазах? Как же им помочь? Всплывать мы не можем. Дежурным акустика. Акустик, ультразвуковой излучатель изготовить. Цель прямо по носу кашалот. Дистанция 50 кабельтовых. Есть. Пусть эта добыча вознаградит смельчаков. Носовой ультразвуковой излучатель изготовлен. Дистанция 45 кабельтовых. Дать луч. Есть луч на полную мощность. Цель — кашалот. Гордитесь, друзья, вы сыграли в жизни этих смелых людей роль провидения. Горжусь, Арсен Давидович. Дружинин, запишите в журнал. Есть. Подумайте сами. Поверхность всех материков составляет только 29% всей площади земного шара, а 71%, то есть более 2/3 его, покрыты морями и океанами. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, а вот могли бы вы определить по одному только подводному рельефу, в каком океане вы находитесь? Задача, конечно, трудная, но вполне выполнимая. Исследовав грунт, произведя химический анализ воды, проследив подводные течения, я бы определил не только океан, но даже и его район. Ага. Благодарю вас. Говорит дежурный по кораблю. Инженеру-механику Горелову явиться в центральный пост. Извините, Андрей Николаевич. Простите, профессор. Скажите, пожалуйста, а более точно ориентироваться под водой можно? Поясните вашу мысль. Ну, могли бы вы, например, профессор, по рельефу дна определить широту и долготу, на которой вы находитесь?
Нет, молодой человек, пока это невозможно. Значит, понятно. Понятно. Говорит дежурный по кораблю. Команде занять места по расписанию. Повторяю, команде занять места по расписанию. Извините, профессор, служба. Товарищ командир, Айсберг? да, айсберг. Странное дело. Май месяц, в этих широтах уже зима, и вдруг айсберг. Этот вопрос будет решать океанограф, это по его части. А нам надо думать, как сохранить курс. По курсу все время небольшая глубина. Они могут висеть над самым дном. Товарищ капитан первого ранга, справа по борту айсберг. Товарищ командир, слева по борту айсберги. Товарищ командир, прямо по носу группа айсбергов. Товарищ командир, говорит штурман, мы в районе гибели Арктики. Положение серьезное, товарищ командир. Курс придется все-таки изменить. Нет, курс менять не будем. Малый вперед. При других обстоятельствах, Петр Мартынович, вы были бы правы. Но сейчас нам дорога каждая минута. Центральный пост. Право на борт. Одерживай. Так держать. Самый малый. Лево на борт. Так держать. Так, врезались. Товарищ командир, во втором отсеке повреждений нет. Товарищ командир, в носовом отсеке двое легко раненых. Микрофон. Товарищ Микрофон. командир, в седьмом отсеке двое раненых. Внимание! Говорит командир корабля. Команде занять место по аварийной тревоге. Врача в седьмой отсек. Стоп! Машины! Центральный пост. Стоп машины.
Назад тоже нет хода. Мы в ледяном плену. Будем дрейфовать, пока не изменится ветер или течение, и айсберги не выпустят нас на свободу. А сколько ждать? Акустики, измерить толщину подводной части айсберга по курсу корабля. Будем пробиваться сквозь толщу льда? Другого выхода нет. Товарищ командир, толщина льда по курсу 810 метров. Акустики, включить носовую термическую полосу. Центральный пост, самый малый вперед. Прибавьте накал. Средний вперед. Двигаемся, товарищ командир. Прибавить накал. Центральный пост. Средний вперед. Что это, товарищ командир? Пар. Он не успевает превращаться в воду и прорывается между корпусом лодки и льдом. Полный накал. Прошли 57 метров. Самый полный вперед! Свет! Включите экран. Есть. О, да мы на выходе. Справа по борту вижу неопределенный предмет. Сейчас приближу этот район. Шлюпка. Товарищ Дружинин, примите шлюпку. Есть. Центральный пост. Курс норд-ост. Скорость 45 узлов. Плытие. Товарищ капитан второго ранга, это шлюпка теплохода «Арктика».
Ну как, доктор, что с ним? Будет жить. Хорошо, что удалось подобрать мальчика вовремя. Мальчик в океане. Павлик. Павлик. Сын капитана Арктики. Павлик, посмотри на меня. Ты узнаешь меня? Дядя Коля. Раз шлюпку нашли, значит, Арктика под нами. Ну что, Петр Матвеевич? Ничего, товарищ командир. Спустились 10 миль по ветру, горизонт чист. Может быть, пойдем на погружение? Нет, будем искать людей. Центральный пост, курс Зюит-Вест, самый полный. Скажи на милость, Павлик, а? Ну что ж, хоть одного нашли. Береза, эх ты моя березонька, что ж ты грустно так стоишь? Зеленой своей дряпою. А, Олежки бегут, якуток к счастью везут. Вы меня извините, земляк, Ничего, что я так поздно. ничего, голубчик. А то я здесь в тоске пребываю, один, совсем один. Очень хорошо, Матвей Петрович, что нарушили мое одиночество. А то я тут совсем... Да что с вами, голубчик? Уж не захворали ли вы? Да на вас лица нет. Нет, я не болен. А что такое? Я 2 суток не спал. Понимаете, не сомкнул глаз. Так бессонница замучила, бессонницей страдаете. Ну ничего, ничего, это мы сейчас в 2 счета вылечим. Оп! Фух. Умбачвили куликали, вуаля! Вот выпейте рюмашек сибирской настоечки, а потом бай-бай домой в постельку. Вы меня не поняли. Я не могу идти домой. Меня должны арестовать. Арестовать? Нет, вы шутите. Да, меня хотят арестовать. И вы должны меня спасти. Я? У вас нет другого выхода. Если меня арестуют, то вслед за мной арестуют и вашу дочь. Да что вы? Как вы смеете? Спокойно, Иван Николаевич. Не бойтесь. Стрелять не буду. Но это подействует на вас не хуже пули. Ваша дочь 2 года была за границей. Да, она работала в советском посольстве врачом. Но какое это имеет отношение? Прямое. Ваша дочь врач Быстрых предатель. Это ложь. Не верите? Тогда полюбуйтесь на эту фотографию. Вот так лучше. Так что же вы от меня хотите? Мне необходимо отдохнуть. Оставьте меня здесь, в вашем музее, до утра. Это все? Нет. Отправляйтесь на вокзал и купите мне билет на поезд Ленинград-Рига. Вот деньги. Идите. Вы куда? Вы же просили меня
купить вам билет. Только не вздумайте хитрить. Вместе со мной погибнет и ваша дочь. Потом я обещал ему купить билет до Риги. Но ему не убежать. Я его запер. На окнах решетки, а замок ему не сломать. Алексей Николаевич, займись этой фотографией повнимательнее. Ну, с фотографией мы сейчас все выясним. А вот что нам делать с вашим гостем? Так вы его арестуете? Как вы с ним познакомились? Он приходил ко мне в музей, приносил экспонаты. Потом он выдавал себя за моего земляка. Нашлись общие интересы. Что вы, какие Вы же... успокойтесь, Иван Николаевич. Это я так, для того, чтобы уточнить. Очевидно, Ивашов знал место работы вашей дочери. Для этого и дружбу с вами завел. Составлено из 2 снимков. Прошу вас, Иван Николаевич. Этого и следовало ожидать. Земляк, я достал билет на сегодняшний поезд. Земляк. Достали билет? Да, достал. Давайте. Береженого Бог бережет. Да. Давайте билет. Вот. Ради дочки. Ага. И фотографию. Ту, заграничную. А теперь раздевайтесь. Ради дочки. Светлана? Да. Вам телеграмма. Распишитесь. Из Ленинграда? Днями прибудет брат. Встречай, Анна. Я боюсь. Думала, забыли обо мне. Опять пароль? Неизвестные люди. Я больше не могу. Мама! Я устала бояться. Устала. Мамочка! Ну что ты, мой маленький? Товарищ полковник, в 9:30 сошел на станции Пионерская. Пассажира не встретил. Понятно. Есть следует по месту назначения. Разрешите? Нельзя, товарищ скорейший. Слушайте, доктор. Не пущу. Ну, я слово Не даю, пущу, я с ним товарищ разговаривать не стану. Передам витамины, все. Нет, Ну, доктор, я вас как человека прошу, поймите, мне же... ведь- нельзя, вы понимаете? Старшина. В чем дело, доктор? Я не пускаю к Павлику старшину Скворешню. Понимаете, мальчик еще очень слаб. Товарищ капитан первого ранга. Выполняйте указания врача. Ну, а меня вы
Тоже не пропустите? Пожалуйста. Дядя Коля. О, да ты у меня герой. Голова больше не болит? Нет. Тогда садись. Расскажи мне, как ты попал в шлюпку? Ну, я часто забирался в шлюпку, и вдруг крик: «Человек за бортом! Человек за бортом!» Только я хотел выпрыгнуть из шлюпки, а она стала опускаться вниз, и туда стали прыгать матросы. А потом налетела буря. Вода поднялась, как целый дом. И все? А что с моим папой? Его спасли, дядя Коля. Надо надеяться, Павлик, что его тоже подобрали. Может быть, его подобрал этот катер? Какой катер? Маленький, совсем маленький. Он еще прошел сбоку от нас, когда я был в шлюпке. Только я никак не могу припомнить, какой на нем был номер. Голова даже заболела, но я вспомню. Обязательно вспомню и скажу сразу же старшине Скворечне. А почему Скворечне? Он меня просил об этом. Дядя Коля, запросите по радио, что с моим папой? Запрошу, Павлик, запрошу. Обязательно запрошу. Ольга Ивановна, переведите Павлика в мою каюту. Ты согласен, Павлик? Да. Ну вот и хорошо. Так надо. Там ему будет спокойней. Хорошо. О, приятно видеть симпатичное женское лицо на корабле. Сюда посторонним Я вход знаю, запрещен. знаю. Извиняюсь, скажите, эта лампа исправна? А? О, Козловский. Исправно. Спасибо за помощь. Будьте здоровы. Минутку. Да, Откуда у вас лампы для передатчика? законный вопрос. Абсолютно случайно. Да, кстати, вы слышали, как я пою? Нет. Ну что же, приходите в кубрик послушать. Будьте здоровы. Герой, ты что же, сбежал от врача и разгуливаешь по кораблю? Нет, я больше там не живу. А где ж ты живешь? У капитана. А ты случайно не сочиняешь? Нет. Ну, в каюту капитана редко кто заходит. А? Ну, брат, да ты становишься фигурой на корабле. В таком случае прошу оказать и мне честь. Читать умеешь? Да. Читай. Каюта инженера-механика Горелова. Молодец, прошу. Как у вас хорошо. Как дома на земле. Значит, нравится тебе наша лодка? Я ее почти не видел. Положим, видел ты много, но у тебя еще нет нашего морского глаза. Вот моряку достаточно одного взгляда, чтобы сразу и навсегда запомнить каждый предмет. Ну и я так могу. Ну ты только не хвастай, не хвастай. А мы сейчас попробуем. Пожалуйста. Сколько, по-твоему, в коридоре было дверей, по которому ты только что сейчас прошел? 8, нет, 9. 11 дверей. Ну, пошли дальше. Пошли. А сколько в медицинском шкафчике возле твоей постели в госпитале было всяких инструментов? М? А я и не заметил. А еще моряком хочешь быть? Центральный пост. Принять управление. Да, я вас слушаю. Может быть, все это глупо, но я все же расскажу. Ну-ну. Старшина Скворечня принес ко мне специальную радиолампу и просил проверить, как она работает. А что ж тут особенного? Такая лампа для всего годится. В особенности для портативных передатчиков. Вот оно что. Старшина. Засекай время. Мне нужно только 3 секунды. Держи. Начали?
все. Перочинный нож, зажигалка, ключи от стола, моя фотография, ручка, будильник, записная книжка и постой, маленькая гайка. Вот здорово. Вуаля! Ну, что скажет почтеннейшая публика? Как же это делается? Моряк, Павлик, должен быть очень внимательным. Вот чтобы тебе не пришлось увидеть, ты должен сразу же запомнить. Увидишь, закрой глаза и мысленно повтори все, что ты успел запомнить. А открыв глаза, проверь, что удержалось у тебя в памяти. А то вот идешь ты с нами в поход, а когда вернешься домой, спросят тебя товарищи по школе: а ну, Павлик, расскажи, что ты видел на лодке на дне океана. А что ты можешь ему рассказать? Ничего, все забыл. Я буду стараться запоминать. Но только ты не хвастай, не хвастай. Честное слово, вот сами увидите. Только можно я буду приходить к вам почаще? Некогда мне, Павлик. Ну так и быть, приходи в свободное время. Будем с тобой в эту самую запоминайку играть. Да-да. Павлик. Я тебя... Здравствуйте. Я тебя по всем каютам ищу. Некогда мне, Ольга Ивановна. Я за. Обедать пора. Ну иди, занятой человек. А что это у тебя? Это я. В день окончания училища похож? Похож. Только вот ваши усики мне кого-то напоминают. Не помню кого. Может быть, Чарли Чаплина? Усы и очки, Ольга Ивановна, всегда кого-нибудь напоминают. Да, это верно. Пойдем, Павлик. Я завтра к вам приду? Обязательно. Только у врача разрешение спроси. До свидания. До свидания. Усы и очки, Ольга Ивановна, всегда кого-нибудь напоминают. Я не пропускала ни одного его выступления. А потом, в 41 году, узнаю, что он на репетиции разбился. Да, у отца в музее хранится афиша этого аттракциона и газета с некрологом и портретом. А какое же отношение имеет механик Горелов к этому покойнику? Тот цирковой артист и инженер Горелов одно и то же лицо. Так вы говорите, что у вашего отца хранится некролог и афиша этого артиста? Да. Вы извините, что я побеспокоил вас в неурочное время. Ну что вы, пожалуйста, такое дело. Прошу. Вот то, о чем говорила Воронцову моя дочь. Вот. Лоппинг. «Мертвая петля». Эту афишу я выпросил у Горелого после поездки его в Германию. Континенталь. Да. А вы не скажете, в каком году состоялась эта гастроль? Нет. Ах, вот и дата. 17 сентября 1938 года. Любопытнейший был аттракцион. Сенсация. Внешне эффектно. А после двухдневной тренировки любой артист мог исполнить эту мертвую петлю. Почему? А математический расчет. А разве артист Горелов был математиком? До работы в цирке он учился в каком-то техническом институте, а потом бросил. А этот снаряд рассчитал ему его брат.
По всему, видать, был талантливый инженер. Странно. Вы говорите, что любой артист в течение 2 репетиций мог бы исполнить этот номер. Да. Почему же тогда разбился артист Горелов? По сей день понять не могу. Во время репетиции несчастный случай. А в цирке всякое бывает. Вы разрешите мне взять с собой эту афишу? На время. И некролог. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Благодарю вас. Чем еще могу быть полезен? Достаточно. Спасибо. А теплохода все-таки нет. Найдем, Андрей Николаевич. Не имеем права не найти. Товарищ командир, спустился до грунта, глубина 3500 метров, ничего нет. Раз его нет на такой глубине, будем искать в расщелинах подводного хребта. Центральный пост. Глубина 300 метров, курс 185, скорость 45 узлов. Товарищ командир, мы идем прямо на скалы. При такой скорости мы непременно врежемся в них. Я это учел. Скалодрыватели ТОПС. Метров, 600, 500 метров. Малый вперед. Скалодрыватели. Лихо прошли, товарищ командир. На то и пионер. Красиво прошли. Что это? Арктика. Пока это только потонувший корабль. Арктика. Да. Вот теперь это действительно Арктика. Стоп, машины! Товарищ Дружинин, пошлите водолазов на корабль. Есть! Говорит центральный пост. Включаем микроэкран. Но почему так исковеркано дно океана? Странно. Можно было бы предположить вулканическое извержение, но нигде никаких следов лавы. Странно, очень странно. Николай Борисович, возьмите пробу грунта. Я уже дал распоряжение водолазам взять пробу грунта и корпуса корабля. Здесь, несомненно, диверсия. Диверсия? Да, дорогие коллеги, гуманные цели нашей экспедиции, спасение людей, выяснение причин катастроф и ваши научные работы проходят в обстановке исключительно напряженной. А что вы имеете в виду? Может так случиться, что мы не успеем выяснить тайну. Как мы подвергнемся той же участи. Это не исключено. Повторяю, команде занять места по расписанию. Павлик, Я здесь, Арсен Давидович. кто тебе разрешил? Ты там трогал что-нибудь? Нет. Нет, не беспокойся, Арсен Давидович. Я в технике разбираюсь. Простите, насколько мест рассчитана эта комфортабельная батисфера? Одно место. А второе на случай необходимости оказания помощи в океане. Арсен Давидович, ну я вас очень прошу, возьмите меня с собой. Это исключено. Выходи с батисферы. Ты растянул дитя мое, и хватит.
Не беспокойся, Арсен Давидович. Мы вот оставим вот эту вот записочку, и Ольга Ивановна не будет волноваться. Ушел в океан помогать Арсену Давидовичу. Вернусь ко второму завтраку, Павлик. Хорошо? Нет, так нельзя себя вести на лодке. Если об этом узнает капитан, нам будет худо. Ну, я тебе обещаю молчать. Я тоже буду нем, как рыба. Будущий ихтиолог. Они знают, что рыбы говорят. Говорят? Говорят. Ну, иди к себе. А я тебе обещаю, редчайший экземпляр глубоководной рыбы. Вопросов нет? Простите, а чтобы быть ихтиологом, обязательно надо носить бороду? Нет, кому как идет. Вот, например, мне идет борода, нет, Павлик, а? Да, но я никогда не буду носить бороду. Минрат нахете трикваво, давкар хелита нам кваво, калошени сихважули, сада савел танцам кваво, Центральный пост. Патисфера готова к спуску в океан. Хорошо, Арсен Давыдович, не волнуйтесь. Выпущу вслед за водолазом. А что это у вас такое? Это? Да. Это электромеханическая пила, Павлик. Вот этой пилой мы запросто режем металл под водой. И кита тоже можно разрезать? Ну, в самом лучшем виде, как в мясокомбинате. А как вы под водой плаваете? Знаешь, Павлик, сам удивляюсь. Знаешь что, стоит профессор, он наверняка знает. Пойди, спроси. Товарищ капитан второго ранга. Первая группа водолазов к выходу готова. Приготовиться к выходу на дно океана. В первую очередь в рифт. Ответственным за экспедицию назначен инженер-механик Горелов. Начинаем выход на дно океана. В первую очередь в лифте, вторая приготовиться. Вот здорово. Раз и в океане. Ишь ты, какой быстр. Нет, Павлик, до океана им еще подниматься целых 3 этажа. И в каждом ворота, как в шлюзе. А зачем же так? Можно как лифтом в доме. А давление воды огромное. Попробуй, сдержи-ка одними воротами. Раздавит, как не было.
Товарищ капитан, я самый счастливый человек в мире. Если вы только видели, здесь целый сад из активных прожорливых хищниц. Я сейчас их сфотографирую. Морские рыбы, попугай. Самый настоящий морский попугай. Пожаловали ко мне в гости. Встревожилась красавица? Нет, нет, ты от меня не уйдешь. Я тебя и на дне океана найду. Дорвался. Чего он носит? Встретились, красавицы. Куда? Куда вы? Одну минуточку. Попалась? Арсен Давидович, говорит Воронцов, прошу вас, не забирайте слишком далеко. Не волнуйтесь, дорогой капитан. Все будет в порядке. Арсен Давидович, куда же вы? Профессор, вернитесь. Какой непослушный. Акустикам держать постоянную связь с фотосферой. Мою команду! Капитан! Капитан! Слушайте меня! Кальмар! Отвечайте!